Здравствуйте, друзья! В этом видео я бы хотел рассказать вам о такой площадке, как Plaza Intendente Casares. Это одна из моих любимых площадок. И в этом видео я хотел рассказать вам о ее плюсах и минусах. Во-первых, когда идет дождь, здесь негде спрятаться. Тут и вообще крыша, она с дырками с такими. На площадке вверху не спрячешься. В трубу, когда ты садишься, тогда течет вода. Там капают капельки, она стекает прямо на тебя, если ты в трубе сидишь. Когда солнце тоже жарит, вот сейчас жарит, можно спрятаться только вот в теньке, в том вот уголочке, либо под этой площадкой. Там бегают дети, это неудобно. И были какие-то такие навесики, где можно нормально посидеть, было тоже хорошо. И я бы тоже хотел рассказать о небольших недостатках этой площадки. Первый недостаток, так это то, что форма этой трубы вот такая вот, видите, вот такая вот изогнутая сильно. И когда вы выезжаете, вы упираетесь вот сюда вот ногами. И это мне не нравится, неудобно. Плюс я люблю прыгать через вон тот вот бугор. Видите? Так вот. Но если вот тут вот зацепиться, то можно вот так вот грохнуться. И если пролететь парочку шагов, то улететь в эту бетонную стену. Вот здесь вот никак не заиспользованное свободное место. Туда бы можно было пододвинуть вот эти вот бугры. Еще в конструкции в этой есть пробки. Потому что когда ты залезаешь через любой из этих входов, тебе приходится очень долго ждать, пока пролезут остальные дети. Лучше бы их сделать чуть-чуть пошире. Также вон там вот есть вот такой вот гриб для маленьких. А маленьких я бы отделил на другую площадку. И тогда бы здесь освободилось еще место. И вроде бы вот эта вот площадка рассчитана для больших. Но там такие проходы, конечно, что мне приходится там вот так вот ползать, видите? Так что я бы разделил эти площадки, сделал для больших и отдельно для маленьких. Потому что площадка должна быть, да, для разного возраста. Ну, для вот таких вот, как он, как мой брат старший, тоже нужна площадка. То есть он ребенок до 18 лет, но при этом площадок его размера уже нету. Вот здесь вот, видите, вот такой вот камень. Это плохой выбор материала, потому что когда солнечно, он супер горячий, а когда холодно, он такой очень холодный. Ну, то есть неправильный выбор материала, да? Еще, когда ты спускаешься по вот этим трубам детской площадки, они очень извилистые. Когда ты едешь по ним, тебя сильно бросает в стенки. Тебя болит потом все тело, даже если ты лежишь. Я бы их сделал немножко более прямыми. Еще одна проблема в конструкции, то что когда ты в нее забираешься, он в той части Не подходи ближе ко мне. есть только один залаз вверх. И поэтому там скапливается огромная пробка детей. Там ты ждешь много минут, можно ждать, потом разворачиваешься и уходишь. То есть недостаточно проходов, да, чтобы разминуться. Он в той части. Там в середине есть такой стол из сетки. По нему ты забираешься, можешь забраться. Но вот там как раз все дети и скапливаются. Залазить только по вот этим можно нормально. Вот я стою рядом с залазом, про который мой брат говорил. И вот здесь вот он постоянно забитый. И это происходит не только вот тут, но и на этажах выше. Происходит абсолютно то же самое. Еще вот здесь вот есть вот такой вот нюанс, что вот эти вот штуки, я считаю, не очень безопасные. Можно бежать и об них сильно вот так вот стук. Вот так вот, смотрите, сейчас я покажу. Видите, забегаю, и вот здесь пумс, и получаю сильно-сильно. Или вот эти вот штуки, я думаю, вовсе убрать и сделать какую-нибудь гусенку. Или сделать их из такого мягкого пластика, в который ты себе такие синяки не поставишь. Еще есть момент с тем, что на детской площадке нет деревьев нависающих. И поэтому там очень жарко. Прям вообще жарит солнце. А вот здесь чуть отходим. Здесь есть деревья. Здесь прохладно и свежо, и приятно. Почему на детской площадке нет деревьев, которые скрывали бы от жары, тоже непонятно. Я бы посадил вокруг площадки бамбук. Он прочный, поэтому не должен падать. Но если даже упадет, то он легкий, и поэтому ничего не будет. Из плюсов на этой площадке это то, что у нее несколько этажей. Это первый плюс. Второй плюс это то, что когда за тобой бегут, там по этим этажам, у тебя не только один вход-выход, но у тебя есть и всякие много труб, куда ты можешь спрыгнуть и уехать. Это тоже плюс, то, что можно быстро убегать оттуда. Еще там такой плюс, что есть такой подъем по центру. У него, конечно, у подъема есть свои минусы, его можно было бы улучшать, я говорил про это. Но, в общем-то, удобно, что можно
с самого низа по этому подъему добраться до самого верха, не идя всякими непонятными хитрыми путями.